Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас с вами будет мастер-класс из серии «Сам себе мастер». Как обычно, будем делать коррекцию мне на моей левой руке. Этот дизайн на канале вы уже видели. Ссылочку оставлю в описании и добавлю где-нибудь в подсказочку. Поэтому начинаем производить непосредственно коррекцию. В данном случае на коррекции мы имеем клиентку-колупалку. Что это значит? Это значит то, что я очень люблю отколупывать всякие разные стразы, которые находятся у меня на ногтях. И даже с тем, что я их очень люблю отколупывать, даже все стразы я умудрилась не сколупать. То есть они держатся настолько хорошо, что я их все отодрать не смогла. Поэтому стразы, которые хорошо держатся, мы снимаем техническими кусачками, остальной материал снимаем при помощи фрезера. В данном случае у нашего клиента мы имеем на руках очень сильно вниз растущие ногти, поэтому эти особенности тоже нужно учитывать при работе с данным человеком. То есть мне всегда нужно ногти поднимать, причем поднимать их нужно очень сильно, потому что они очень сильно загибаются вниз, особенно указательные пальцы. Плюс к этому под низом, под ногтем у меня очень сильно развит гипонихий, то есть мясо, которое располагается под ногтем, очень активное и очень чувствительное. Это мяско будет нам осложнять выпиливание внутренней арочки, потому что в этом моменте нужно будет очень сильно посмотреть за тем, чтобы не травмировать гипонихий. Но пока не об этом. Мы, конечно же, сняли материал, выравниваем нижние параллели, поднимаем сразу же кончик, сразу собираем форму нашего будущего ноготочка, чтобы потом видеть, как раскладывать наш материал. И таким образом у нас останется только выкладка и минимальный верхний опил. Всем очень нравится всегда наблюдать за моей пальцевой камасутрой. Потом мне в комментариях очень многие пишут, как вы так собираете пальцы в кучку. На самом деле для меня это совершенно не сложно. Напишите в комментариях, кто точно так умеет скручивать руку. После того, как мы сделали все подготовительные работы, переходим к подготовке натурального ногтя. Что это значит? Нам необходимо обеспечить сцепление натурального ногтя и искусственного материала. Для этих целей мы нанесли праймер, наносим тоненько втирающими движениями базовый гель и моделировать сегодня будем при помощи полигеля. А дальше мы с вами будем делать, конечно же, очень интересный дизайн. В данном случае мы будем смешивать цветной акригель самостоятельно. То есть что мы будем делать? Мы возьмем акригель камуфлирующего оттенка и в него добавим кучу всяких разных вкусняшек. В качестве вкусняшек мы добавим немножечко блесточек крупного помола, блесточки мелкого помола, немножечко пигмента и пигмент, светящийся в темноте. Благодаря этому у нас получится цветной камуфлирующий материал. То есть камуфлирующие свойства этого акрилатика у нас останутся, блестки добавят цвета в наш замес и получится очень интересный нежный материал. При этом он у нас будет светиться в темноте, и на самом деле прошел уже месяц, как я хожу с этими ноготками, они радовали меня все это время. В общем, в логике этого замеса у нас получается следующий момент. Мы берем все, что у нас есть красивого, блестящего под руками, и замешиваем все это в акрилатик. Точно так же можно смешивать акрилатик с цветными гель-лаками, с гель-красками, и тогда у вас получится цветной материал. Допустим, если у вас прозрачный акрилатик и вы хотите получить камуфляж, просто добавьте какой-то камуфлирующий цвет в него. А теперь получившимся материалом моделируем наши ноготочки. В данном случае нам необходимо сделать форму миндаль, поэтому мы выкладываем материал согласно этой форме наших ногтей.
И как я уже говорила, мне необходимо очень сильно поднимать ноготочки, потому что они у меня все очень сильно вниз растущие. Поэтому на кончик я наваливаю большую кучу материала. Потом, когда я выпилю изнутри внутреннюю арочку, благодаря этому кончики у меня поднимутся выше и станут ровненькие. А теперь переходим непосредственно к пилу. Очень многие у меня спрашивают, почему я не пилю фрезером. Девочки, я умею пилить фрезером, но просто пилку я чувствую намного лучше, и мне комфортнее и быстрее пилить пилкой. Хотя все то же самое можно выпилить фрезой, а потом пилочкой просто немножечко заровнять поверхность. Когда вы знаете схему опила, все это становится очень и очень легко. То есть фрезер и фреза у нас работает ровно по тем же зонам и с тем же наклоном, как если бы у нас работала пилка. И при этом у нас получается тот же самый ноготочек, который бы мы получили, выпиливая его руками. Единственное, что не очень удобно пилить фрезой, это, конечно же, какие-то более-менее ровные направляющие, например, нижние параллельки. Почему? Потому что фреза у нас круглая, а параллельки хочется пилить по всей их длине, чтобы они были идеально ровненькие. Поэтому лучше взять пилочку. Пилочка у нас длинная, ровная, имеет большую площадь, поэтому параллельки выпиливаются очень легко. И у меня к вам еще один вопрос. Нужна ли вам подробная схема опила? Если будет нужна, напишите, пожалуйста, в комментариях. И тогда на следующий, когда я буду делать следующую коррекцию себе на руках, а это будет довольно-таки скоро, я вам сниму схему опила миндаля. В общем, мы тем временем опиливаем сначала поверхность ногтя и потом фрезой подгоняем внутреннюю арочку. Опять же, следим за тем, чтобы не пилить по гипонихию, потому что его там довольно-таки много. И чтобы выпилить весь материал, превратить арочку в кругленькую, сделать кончик очень-очень тоненький и получить красивый арочный миндаль. Итак, готова наша коррекция. После того, как мы полностью сделали коррекцию, выполняем маникюр. Выполняет его каждый как умеет. В данном случае я на это акцент не делала. После того, как мы маникюр выполнили, начинаем прорисовывать дизайн ногтей. В данном случае я смешала белую краску без остаточной липкости с клеем для фольги. Ссылочку и на то оставлю в описании. Зачем я это сделала? Я это сделала для того, чтобы у меня краска приобрела остаточную липкость, потому что в дальнейшем именно на эту остаточную липкость я буду лепить пигменты. То есть мой пигмент будет прилипать именно на тот липкий слой, который получился у моего замеса. И при помощи пигментов я выполняю растяжку. Выполняется растяжка при помощи пигментов буквально одним движением руки. Совершенно несложно, очень-очень быстро. Этот дизайн у нас, как обычно, многоплановый, то есть здесь можно остановиться в любой момент, на любом этапе, и будет своеобразный дизайн в готовом виде, то есть можно не прорисовывать полностью все элементы, как это я делала. Можно остановиться на каком-то более минималистичном варианте. Я же, как обычно, люблю всего и побольше, поэтому после того, как я сделала растяжку при помощи неоновых пигментов, я черной красочкой прорисовываю дополнительные геометрические линии разной ширины. Стараюсь пересекать их под разными углами, какие-то линии у меня дублируют мою неоновую растяжку, какие-то линии их просто пересекают. Единственное, что нужно проследить за тем, чтобы линии были максимально ровненькие. И если мы начинаем рисовать линию, то нужно следить за тем, чтобы она была одинаковой толщины по всей ее длине.
После того, как мы просушили черные полосочки, переходим к рисованию второго уровня градиента. Опять же взяли наш замес из клея для фольги и белой гель-красочки, наносим в качестве основы и будем делать растяжку другими цветами пигментов. Что же у нас получается? У нас получается акрилатик, который поблескивает пигментом и блесточками в разрывах между нашим дизайном и при этом светится в темноте. Помним об этом. При этом у нас получается дизайн, который светится в ультрафиолете, потому что пигменты у нас неоновые, а неоны светятся в ультрафиолетовых оттенках. То есть дизайн у меня, грубо говоря, новогодняя елка, светится везде, блестит блесточками на солнышке, все как я люблю. Можно было еще стразиков сверху добавить, но я уже не стала. И при всей ее вот этой вот кичности, вот этих вот светящихся моментах, дизайн смотрится стильно и интересно. О том, что он светится, в принципе, знаю только я и обращаю на это внимание только я. Тем временем белой гель-красочкой мы дублируем какие-то элементы и прорисовываем еще дополнительные геометрические линии. У нас получается плетенка, у нас получается на разных уровнях заплетаются линии, перечеркивают друг друга и получается очень глубокий, очень интересный дизайн. Девочки, напишите в комментариях, на каком моменте остановились бы лично вы, когда вам был тот момент, когда было действительно хватит. Мне же не хватило и этого, поэтому в каких-то пересечениях линий я добавляю еще кружочки. Сначала белой красочкой, потом в них в серединку поставлю черные кружочки, у меня получится черный кружочек в белой обводке. И для того, чтобы добавить еще больше блеска в середину черного кружочка, я поставлю блестящий гель, для того, чтобы сымитировать типа стразика, не стразика. В общем, я же говорила, что я еще страза хотела сюда добавить. Вот надо было стразы лепить в кружочки. Итак, вот такой вот потрясающий бомбический дизайн у нас сегодня с вами получился. Девочки, я с огромным удовольствием его относила. Это действительно вот настолько в моем стиле, настолько в моем вкусе, что я с огромнейшим удовольствием показывала эти ноготки всем, кто меня окружает. Единственное, что очень жаль, почему-то не снялось, как этот дизайн светится в темноте. Почему-то моя камера не захотела запечатлять этот момент. А вот как он светится в ультрафиолете, можно посмотреть именно сейчас. В общем, надеюсь, я вас, как обычно, вдохновила. Пишите мне комментарии, ставьте лайки, делитесь этим роликом в соцсетях. Я буду вам безумно благодарна. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!